Всем привет, с вами Мирошан, и в этом видео я расскажу, как сделала самую каноничную Райден. Идея сделать Райден Сёкон из всеми любимой игры Genshin Impact пришла ко мне сразу после выбивания ее в самой игре. Ну правда, скажите, что взглянув на эту невероятную женщину в первый раз, ее невозможно забыть. Я в целом люблю таких шугар-мами, и плюс моя фигура просто идеально подходит данному персонажу. Ну и собственно для начала я купила парик, чтобы сделать закос и посмотреть, насколько мне этот персонаж подойдет. И вам просто дико понравился мой закос. Мне написали миллион приятных комментариев по поводу того, что Райден мой персонаж и стоит поскорее сделать полный образ. И угадайте, через сколько все было готово. По базе через год. Но зато максимально качественно и канонично. Далее я, как всегда, в случае косплея на Genshin захотела купить костюм от Doki Doki SR версии. Для меня именно эти костюмы выглядят просто потрясающе. Использовано множество тканей, текстур, детали красивые и все качественные. Но а где деньги брать-то? Все уже ушло на материалы в колледж и в копилку на новую технику. И тут мне жестко помогаете вы, мои подписчики. Решив сделать пост со сбором денежек, я не ошиблась, ведь вы почти полностью оплатили мне этот чудесный костюм. Я нашла объявление на Авито, где костюм продавали дешевле, чем на Алиэкспресс, и срочно написала продавцу. Я, кстати, снимала видео, где распаковывала этот косплей, можете глянуть. Качество реально пушка. Косплей на меня сел как влитой. Но тут я жестко засмущалась, ведь косплей-то слишком открытый. В тот момент я подумала, что не готова выходить в свет в таком фансервисном косплее. И сказала об этом вам. Мне кажется, что я в этом костюме не хочу выходить на какой-то фестиваль, потому что он очень открытый. У него вот тут шорты, они очень короткие. Тут тоже все очень сильно открыто. Костюм хорош, но даже в нем есть косяки. Когда я хочу закосплеить персонажа, мне очень важно, чтобы все было красиво и канонично. Я обязана просмотреть все детали и в случае отхождения от канона переделать их. Да, вот такая я дотошная в этом отношении. Ну и начнем с золотого веера, цветов, а также кисточек, которые как будто пожеваны чьей-то кошкой. Почему веер выглядит так плохо? Это буквально мятый кусок ткани. Но кто я, чтобы не переделать его в идеал? Обвожу на плотном картоне развернутую версию веера. Причем делаю даже 2 слоя, чтобы лучше держалась форма. После приклеиваю золотые части ткани с 2 сторон, тщательно проглаживая. Сверху был лишний картон, так что я его просто подрезаю. После чего складываю гармошкой эту деталь. Уже стало в 100 раз лучше. Я просто кайфую. Пришиваю один элемент сзади, а спереди цепляю глаз бога. И таким образом улучшаю часть косплея. Так, это все хорошо, но что мне делать с этим? Возможно ли вообще такое исправить? Давайте проверим. Беру обычную воду и также фен. Хорошенько промачиваю кисточки, после чего нитки становятся идеально ровными. И закрепляю результат феном. Все, после этого никаких проблем с кисточками не было. Цветочки. Выглядят они очень дешево и не канонично. Почему-то изначально цветы были загнуты внутрь, и чтобы их раскрыть, я взяла лак и начала промазывать снизу, фиксируя, пока жидкость не засохнет, феном. Чтобы придать каноничный край у каждого цветочка, я размечаю карандашом край и вырезаю. После прокрашиваю акрилом для большей схожести на канон. Переходим к наплечнику. Когда в первый раз я увидела исходный, то мне стало плохо. Это буквально просто пластик, сделанный очень криво и не канонично. Поэтому я решила делать его сама. Крафтом я занимаюсь с самого моего первого косплея, так что опыт в работе с разными материалами у меня есть. Чтобы сделать каноничную выкройку наплечника, я нашла 3D-модельку Райден в интернете. Ссылочку найдете в описании. Складываю лист бумаги пополам и вырезаю. Кстати, сейчас можно купить выкройку наплечника Райден, а также другого крафта в моей группе ВКонтакте. А для донов специальная скидка в 50%. Так что подписывайтесь, чтобы не пропускать такое. Но есть момент, который я не учла и хочу вас о нем предупредить. Лучше сделайте наплечник побольше, чем в каноне, так как при работе со строительным феном Ева сжимается.
Как вы поняли, для наплечника нам понадобится Ева и также капелька ПВХ. Ну и конечно же строительный фен и шкурка. Выкройку я разбиваю на части, чтобы сделать определенный объем, и вырезаю все части. Чтобы склеить детали, вам понадобится клей-момент либо космофен. Но перед склейкой нужно пройтись по всем деталям наждачкой и сгладить некоторые моменты строительным феном. Вам главное понять, как соединяются все детали и в процессе сверяться с оригиналом. Я немного не рассчитала, и при работе со строительным феном мои детали уменьшились. Поэтому сделайте детали больше, чем они должны быть. Склеиваю почти все детали вместе, и давайте займемся серединкой. Вырезаю круг и покрываю его акриловым грунтом. После высыхания наношу лак, после чего засыпаю кружок блестками разных размеров. Старайтесь это делать равномерно. Я делала несколько слоев, чтобы блестки хорошо легли. И все, готово. Акриловым грунтом покрываю части, которые должны быть золотистые, а черным акрилом покрываю части темные по цвету. После высыхания покрываю золотой краской в несколько слоев. Часто золотая краска очень непокрывистая, так что советую делать побольше слоев для красоты. После скрепляем все оставшиеся детали и покрываем защитным лаком. Переносим крепление с изначального наплечника на наш. А какой наплечник выберете вы? Как видите, результат до и после. И теперь предлагаю заняться париком Райден Сёгун. Вот что за тоненькая и грустная косичка? Где шикарная густая коса Райден? Ладно, если Алиэкспресс не хочет мне давать ее, то создам ее сама. При покупке косплея Райден мне также положили парик на нее. Сначала я подумала, куда мне его девать, но затем, посмотрев на изначальную косу Райден, поняла, буду сшивать два парика. Вообще, на эту идею меня также подтолкнула девушка из ТикТока, которая тоже сделала супер каноничный парик на Райден. Однажды я сидела и думала, почему никто не делает каноничную косу на бал? Она же такая длинная и красивая. Такая толстая и прекрасная. Неужели людям сложно сделать ее такой? В целом, именно по ее туториалу я и сделала свой парик. Итак, вам понадобится два парика, плюс каниколон фиолетового цвета и, возможно, других цветов. Я купила очень мало каниколона, его бы не хватило для создания густой косы Райден. Но у меня был второй парик, который помог сделать все прекрасно и идеально. В общем, отрезаем кусок ткани, на который мы будем пришивать трессы с парика и сам каниколон. Да-да, если у вас есть второй парик, то придется вручную отпарывать трессы с волосами. Это заняло много моего времени. Так мы делаем много слоев, пока не закончатся волосы. У меня это заняло очень много времени, так что запаситесь терпением. В конце пришиваем вот так, чтобы волосы точно остались на месте и не выпали со временем. И вообще, пришивайте трессы очень тщательно. Раза 3 проходитесь по одному и тому же месту. Плюс можете заклеить это все дело клеем для большей прочности. После пришиваем наш мешочек к задней стороне парика. И далее начинается самый happy house. Нужно сделать косу. Вам может показаться, нет, ну а что сложного-то? Но вы просто не знаете, с чем связываетесь. Все волосы нужно хорошенько расчесать, а многие из них будут путаться. В общем, момент с расчесыванием для меня самый нелюбимый. Так что удачи тем, кому еще это предстоит сделать. Дальше начинаю плести косу. Это было сложно. Я переплетала ее много раз, потому что она выглядела некрасиво. И в конечном итоге я ее заплела. И давайте перейдем к челке. Сначала подстригаем ее и занимаемся гофрацией. Далее срезаю передние пряди, чтобы сделать их на каркасе. Чтобы сделать каркас, возьмите проволоку и бумажный скотч, после чего сделайте идеальную для вас форму. Потом покрасите эту конструкцию в цвет волос и обклеить волосами. Я использовала клей кристалл, так что советую. Подвижные элементы челки я укладывала лаком и теплым воздухом из фена. Сбоку было чуток видно черный мешочек, пришитый к парику, поэтому я заклеиваю его волосами. Вот и все, паричок готов. Но просто посмотрите, как он спадает назад. Весит этот парик немало. И как решить проблему его побега? И это гребешки для парика. В комментариях оставлю ссылочку, чтобы вам не пришлось искать. Я купила набор сразу из 3 штук и пришила к внутренней части парика, на самой макушке и с боков. Сразу после этого он стал держаться на голове как родной. Даже прыгать в нем не боюсь. Ну а дальше уже идет преображение в саму Райден. На самом деле костюм и правда очень открытый. И сейчас я расскажу, что я сделала, чтобы мне было в разы удобнее и комфортнее. И это
трико для танцев. Мега удобная вещь и очень необходимая для каждого косплеера. Незаметная на коже и защищает на 1000%. Так что обязательно купите, если у вас есть такие открытые косплеи, как у меня. Ну а чтобы грудь выглядела каноничнее, понадобится специальный лиф. Вот и все, Райден Сёгун Баал или Эй готово. Впервые я пошла в этом косплее на Исекай Фест и офигела, ведь каждый оценил мой образ. В комментариях пишите, как вам мое перевоплощение, и подписывайтесь на мою группу ВК, а также телеграм-канал. И не забывайте, что теперь можно купить выкройки на Крафт Райден и других персонажей у меня в ВК и на Бусти. Спасибо за просмотр. Я вмонтирую тебя в эту статую, и до новых косплеев. Пока-пока.